Привет, друзья! Природа вновь диктует свои правила. Сегодня мы покажем, как всего за сутки стихия обрушилась на разные уголки нашей планеты. Земля словно решила напомнить человеку, что он здесь лишь гость, а созданные им мегаполисы могут быть стерты с лица Земли за считанные минуты. Ну а мы начинаем и переносимся в Китай. В субботу в поселке Цзиньян уезда Юньси в китайской провинции Хубэй произошел сход оползня. В результате с горного склона обрушились большие объемы земли и камней, несколько строений оказались частично засыпаны, а дорожное движение было прервано. Дорога, ведущая к центру поселка, оказалась заблокирована на участке протяженностью 200 метров. Местные власти сообщают, что никто не пострадал, система оповещения, установленная в уезде Юньси, сработала за час до события. Заблаговременно было эвакуировано 20 семей. Сейчас на месте схода оползня идет разбор завалов. Специалистами проверяются склоны на риск дальнейших обрушений. Китай, особенно горные регионы, часто подвергается оползням после сильных дождей. Это 8-й инцидент в Шияне за 3 дня. Аналогичные оползни произошли в уездах Юньян, Чуси и Чушань. Утром 20 октября грузовой Boeing 747 во время посадки на северной взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Гонконга пробил ограждение в конце полосы и столкнулся с патрульной машиной, в результате чего машина упала в море. Находившиеся в машине 2 сотрудников службы безопасности погибли. После падения в море корпус самолета разломился на 2 части. Все 4 члена экипажа на борту самолета были спасены и доставлены в больницу. В результате инцидента 12 запланированных рейсов были отменены. Департамент гражданской авиации Гонконга начал расследование причин происшествия. По сообщениям властей, на момент аварии не было неблагоприятных погодных условий, а экипаж самолета не подавал сигналов бедствия. Это самая крупная авиакатастрофа в Гонконге за последние 25 лет. Суббота стала днем хаоса для жителей Рибейран-Прету в бразильском штате Сан-Паулу. Сильный ветер со скоростью до 65 км в час, сопровождавшийся ливнями, повалил деревья, опорные линии электропередач и вызвал обрушение конструкций трибун на международном турнире по пляжному теннису. В разгар стихии деревья падали как спички, перекрывая улицы и срывая провода. Отключение электричества затронули более 2000 домов, с нескольких домов ветер сорвал крыши. Но самые большие повреждения получил стадион, где сильный ветер сорвал крышу над центральной трибуной и вип-зоной, обрушив металлическую конструкцию на зрителей. По данным организаторов соревнований, в результате инцидента пострадали 9 человек. Один из них получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Все полуфинальные и финальные матчи, запланированные на воскресенье, были перенесены на запасные корты. Соревнования прошли без зрителей. Ночью с 18 на 19 октября в Париже произошло дерзкое ограбление Лувра, в ходе которого была похищена часть коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Преступление было совершено группой из 3 или 4 человек и заняло всего от 6 до 7 минут. Злоумышленники воспользовались проходившим ремонтом на стороне Сены, чтобы проникнуть в музей. С помощью грузовика со строительным подъемником они добрались до окна в галерее Аполлона. Там они с помощью электроинструмента, предположительно болгарки, разрезали оконное стекло, чтобы попасть внутрь. По словам прокурора Парижа Лоры Бекуо, преступники, хотя и не были вооружены огнестрельным оружием, угрожали охранникам угловыми шлифовальными машинами. Из галереи были украдены 9 предметов, среди которых тиара и брошь императрицы Евгении, супруги Наполеона III, несколько украшений с сапфирами, принадлежавших королеве Марии Амелии и королеве Гортензии, ожерелье и пара сережек, украшенных изумрудами, которые носила императрица Мария Луиза. Корона императрицы Евгении, которая также была среди украденных предметов, позже была найдена на улице неподалеку от музея. Она оказалась поврежденной. При этом самый крупный бриллиант коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 карат, украден не был.
Точная сумма ущерба пока уточняется, на месте работает полиция. Инцидент произошел на фоне нехватки персонала и проблем с безопасностью, на которые сотрудники музея указывали в июне 2025 года. Утром 17 октября рабочие обнаружили оползень, заблокировавший реку Льву недалеко от тропы Ласточкиной пещеры в национальном парке Тарока на Тайване. Это привело к образованию завального озера длиной 800 метров. Уровень воды в озере поднимался с высокой скоростью до 70 сантиметров в час. Существовала угроза переполнения или прорыва естественной плотины, что могло привести к затоплению шоссе. Власти закрыли участок провинциального шоссе номер 8, соединяющий Тяньсян и Тарока, а также эвакуировали более 900 жителей из близлежащих деревень. К 18 октября ситуация с озером стабилизировалась, поскольку избыток воды начал переливаться через туннель Цзиньхэн и возвращаться в реку Ливу. Национальная администрация парка Тарока уже запланировала работы по расчистке завала. Ущелье Тарока и раньше было частично закрыто из-за повреждений, вызванных землетрясением в апреле 2024 года, а новое озеро усугубило ситуацию. Восьмидесятилетняя американка Натали Грабл вписала свое имя в историю, став самой пожилой женщиной, когда-либо завершавшей чемпионат мира по триатлону Ironman. Это невероятное достижение она совершила 12 октября в Кайлуа-Коне на Гавайях. Грабл, жительница Маунтин Лейкс, штат Нью-Джерси, финишировала с результатом 16 часов 45 минут 26 секунд, установив новый рекорд в возрастной категории от 80 до 84 лет. Примечательно, что она справилась с маршрутом, который включал участки с сильным ветром и значительными перепадами высот, уложившись в 17-часовой лимит. На финише, когда диктор объявил о ее достижении, она упала от изнеможения, но быстро поднялась под аплодисменты толпы. Что делает достижение Грабл еще более впечатляющим, так это то, что она научилась плавать только в 59 лет, а триатлоном начала заниматься в 60, после того, как всю жизнь увлекалась бегом. Несмотря на почтенный возраст, Грабл не собирается останавливаться. Она уже зарегистрировалась для участия в 2 состязаниях в следующем году в Маунтин Лейкс. Ее достижение служит ярким примером того, что возраст — это всего лишь число, и вдохновляет многих людей по всему миру. Масштабный оползень, вызванный тропическим штормом Фэншень, также известным как Рамиль, привел к частичному обрушению участка национальной трассы Давао-Букиднон на Филиппинах. Инцидент произошел вечером в субботу на границе между муниципалитетами Марилок и Кесон. Оползень нес с собой примерно 100 метров дорожного полотна, движение полностью остановлено. По данным властей, никто не пострадал, однако сообщается о пропаже 2 человек в Букидноне в результате оползня. На место инцидента немедленно прибыли спасательные группы, включая сотрудников Департамента общественных работ, полиции, вооруженных сил и местного отделения по снижению рисков стихийных бедствий. На пострадавшем отрезке дороги ведутся восстановительные работы. Для автомобилистов были предложены 2 альтернативных маршрута. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Национальная федерация фейерверков города Люян в китайской провинции Хунань 18 октября организовала световое шоу с участием 15 947 дронов, установив новый мировой рекорд. Все беспилотники управлялись с одного компьютера, что является выдающимся техническим достижением. За шоу отвечала компания High Grade Innovation из Шэньчжэня, которая разработала систему управления, способную координировать огромное количество дронов с одного компьютера. Дроны создавали в небе разнообразные фигуры, включая светящиеся цветы, деревья, планеты и цифровые фейерверки. Шоу завершилось визуализацией каскада золотых фейерверков.
Этот рекорд превзошел предыдущее достижение, установленное также в Китае в июле этого года, когда в городе Чунгцин было запущено 11 787 дронов. Технология управления большим количеством беспилотников имеет потенциал не только для развлечений, но и для таких областей, как наблюдение, оборона и логистика. Вечером в выходные в небе над северным полушарием фотографу Генри Джун Вали удалось запечатлеть яркий метеор из потока Орионид рядом с долгопериодической кометой А6 2025 года, или кометой Лемона. Совместное появление данных объектов в одном кадре – большая удача для фотографов и астрономов. Стоит отметить, что жители всей территории России уже могут наблюдать самую яркую комету года А6 Лемон. По данным астрономов, сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и в принципе видна от захода до восхода. Чем ближе к югу, тем ниже будет видна комета, а промежуток времени ночью, когда комета уйдет за горизонт, будет больше. На севере же, наоборот, небесное тело видно лучше. Отмечается, что в Москве, которая находится чуть севернее 55-й параллели, после наступления темноты комета видна на высоте около 30 градусов над горизонтом. Период обращения кометы составляет 1350 лет, и в прошлый раз она пролетала близко к Земле еще в VII веке. Тогда комету могли разглядеть даже невооруженным глазом зоркие люди с Земли, если, конечно, она была настолько же яркой, как сейчас. Вулкан Мерапе вчера усилил свою активность. Поток горячей лавы, перемежающийся с лавовыми обвалами, двинулся на юго-запад по рекам Байонг и Красак, пройдя до 2 километров от вершины. По данным вулканологов, за сутки зафиксировано 17 лавовых обвалов в этом направлении, из-за чего была проведена эвакуация жителей зон риска. Уровень тревоги остается на 3-й отметке. В связи с увеличением активности вулкана расширены запретные зоны до 5 километров по рекам Байонг и 7 километров по рекам Бебенг, Красак и Бидок. Власти предупреждают о риске схода пирокластических потоков. В Сербии в субботу вечером вспыхнул крупный пожар вдоль автомагистрали между Нови Садом и Сиригом в районе общины Темерен. Горела сухая растительность, стерня и низкие кустарники, что привело к сильному задымлению и резкому снижению видимости на трассе. На место прибыли пожарные расчеты. По официальным сообщениям, огонь удалось локализовать, а к полуночи полностью потушить. Видимость на участке дороги оставалась ограниченной в течение нескольких часов. Водителям рекомендовали быть максимально осторожными. Информации о пострадавших или материальном ущербе нет. Причины пожара пока не установлены, не исключается поджог. Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку. Во время полета, когда самолет находился на высоте 10 тысяч метров, экипаж услышал сильный удар, а затем обнаружил трещину на лобовом стекле. В результате удара пилот получил незначительные травмы руки осколками стекла. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити, где самолет был встречен аварийными службами. После 6-часовой задержки 140 пассажиров и 6 членов экипажа были доставлены в Лос-Анджелес другим самолетом. Хотя официальная причина инцидента не установлена, одной из версий является столкновение с космическим мусором или метеороидом. Некоторые эксперты отмечают, что на поврежденном стекле видны следы, которые могли быть вызваны высокоскоростным объектом. Если столкновение с космическим мусором подтвердится, это будет один из первых подобных случаев в истории коммерческой авиации. Тем не менее, эксперты отмечают, что вероятность такого события крайне мала. В Якутии в ходе планового мониторинга на побережье Восточно-Сибирского моря инспекторы засняли, как самка белого медведя с 2 медвежатами пересекают разлившуюся из-за паводка реку. Медведица уверенно прокладывает путь через образующуюся наледь, а ее малыши послушно следуют за ней, полностью доверяя матери. В этом году паводок в Якутии создал дополнительные трудности для диких животных, вынуждая их преодолевать водные преграды.
Однако, как показывают кадры, даже в таких условиях белые медведи способны справляться с вызовами природы, полагаясь на свои инстинкты и крепкие семейные узы. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.